Привет всем! Сегодня мы будем рассматривать, как создать свой каталог для библиотеки Asset Library. И очень многие жалуются в комментариях к различным видео по этой тематике, что это какой-то довольно, в общем-то, неудобный инструмент Asset браузер. Но, в общем-то, суть всех жалоб сводится к тому, что просто все нужно делать своими ручками. Самим нужно собирать каталоги, коллекции. Asset браузер, он пустой. Например, в том же 3D Max есть библиотека материалов и объектов Hamster. И, конечно, там все уже готово, все уже собрано. И просто берешь и перетягиваешь из Hamster на окно 3D Max, и все объекты у тебя сразу на месте в сцене. Но проблема в том, что эта библиотека заточена чисто под архитектурную визуализацию. И вторая проблема, что вы ничего туда добавить уже не можете, никаких других объектов, тем более там разбить на какие-то другие тематики, кроме как архитектурную визуализацию, вы тоже не сможете. В Asset браузере же вам дана возможность, вам дан инструмент, и вы собираете библиотеку, каталоги по вашему вкусу, по вашему усмотрению и потребностям. Кто-то может собирать для архитектурной визуализации, кто-то, возможно, для каких-то мультяшных сцен и проектов. В общем, то, что вам нужно. И при этом вы можете бесконечно добавлять каталоги, расширять библиотеку, что-то убирать оттуда. В общем, редактировать это. Также, то есть вы можете создавать каталоги на различные тематики, и на самом деле это очень удобная вещь, если знать, с какой стороны на этот Asset браузер смотреть. Также я понял, что некоторых напрягает то, что они представляют себе, что это будет какая-то папка на жестком диске, где будет храниться огромное количество blend файлов, помеченных для доступа, чтобы Asset браузер видел объекты в этих файлах. И на самом деле это не так. То есть можно сделать всего лишь один файл с огромным количеством моделей, с огромным количеством объектов, и разбить его на каталоги. И сейчас мы этим и займемся. И я хотел показать, как создавать такой каталог на примере аддона Blender Kit. То есть мы будем вытаскивать объекты из Blender Kit и можем открыть просто пустой файл блендера и вытащить в сцену кучу различных объектов и разбить их на различные каталоги и тематики. Но здесь я хотел сделать небольшое лирическое отступление насчет аддона Blender Kit. Аддон Blender Kit был встроенным по умолчанию в версиях Blender 2.8 и 2.9. Но с наступлением эры версии 3.0 и выше он перестал быть аддоном по умолчанию, и его нужно добавлять отдельно, специально. Я, честно говоря, помучился, но у меня так и не получилось добавить Blender Kit в третью версию Blender. Не знаю почему, я так и не понял, в чем проблема, потому что сначала у меня просто тупо не получалось его даже добавить, он выдавал просто ошибку. Потом я, когда с горем пополам все-таки перебрал кучу версий этого аддона, у меня все-таки установился на мою версию Blender 3.12. У меня, то есть, появился наконец-таки интерфейс аддона Blender Kit, но он выдавал ошибку даже не при попытке ввести какой-то поиск, а вообще при попытке нажатия на вот этот вот глазик рядом с окном поиска. И все, просто у меня подвисал Blender. Я просто не знал, что уже делать. И я просто-напросто пришел к тому, что установил себе дополнительно, параллельно еще одну версию Blender 2.0.
2.9. И теперь все у меня работает. То есть я сначала открываю пустой файл в Blender 2.9, вытягиваю из Blender Kit в сцену кучу различных объектов, сохраняю файл и потом уже открываю этот файл с помощью версии Blender 3.12. Но затем я в версии Blender 3.12 открываю дополнительный viewport для Asset браузера, помечаю файлы, чтобы Asset браузер, точнее говоря, помечаю объекты, чтобы Asset браузер их видел, и закрываю viewport Asset браузера. Для чего это делаю? Для того, чтобы если этот объект я открою в версии, если этот blend файл я открою в версии Blender 2.93, у меня все нормально работало, чтобы у меня не глючило вот это незакрытое окно Asset браузера, незакрытый viewport Asset браузера, потому что в версии 2.93 Asset браузера еще нет. Итак, мы уже открыли пустой файл в версии 2.93. Удаляем все ненужные нам здесь объекты, куб, камеру, источник света и перетаскиваем объекты из Blender Kit. Выбираем бесплатные настройки импорта. Здесь мы видим, что у нас есть два варианта перетягивания объектов из Blender Kit: Link и Append. Чем они отличаются? Append полностью перетягивает объект или модель в нашу сцену. То есть, например, вот весит она, к примеру говоря, 50 мегабайт, вот этот графин со стаканами. И если мы перетянем в сцену вот эти модели, то наша сцена станет тяжелее на 50 мегабайт. То есть полностью перетягивается. Вот. И мы сможем этот графин здесь в нашей сцене уже редактировать, как-то видоизменять, какие-то текстуры материала другие накладывать. Метод Link. Метод Link, он вытаскивает в нашу сцену гораздо более облегченные данные, практически ничего не весить они будут, но при этом мы не сможем как-то редактировать это или видоизменять этот объект, эту модель. Но если мы, например, в нашу сцену, грубо говоря, перетянули, грубо говоря, 5 моделей по 50 мегабайт из Blender Kit, то наша сцена не станет тяжелее на 250 мегабайт. Наша сцена, ну, грубо говоря, будет весить там пару десятков мегабайт. То есть перетягиваются облегченные данные. Удаляем окно и перетягиваем наши объекты. Перетянем, например, вот этот стол. Лошадь перетянем. Перетянем этот космический корабль. Перетянем еще один стол.
Еще такие покрупнее объекты, чтобы они были позаметнее, но среднего такого размера. И перетянем вот эту микроволновку или чудо-печь. Что это у нас? Все, сохраняем наш файл. На десктоп. Так и напишем. Каталог. Все, готово. Закрываем. И открываем этот файл версии 3.1.2. Вот видим, открылся наш файлик. Открываем дополнительный viewport и делаем в нем asset браузер. И теперь здесь помечаем наши объекты для того, чтобы asset браузер их видел. Нажимаем правой кнопкой мыши на объект, но именно здесь в списке, да, не в сцене, а в списке. Mark as asset. Видим, он здесь у нас появился. Помечаем все наши объекты. И мы видим, да, что у всех объектов, которые помечены для каталога, появляется вот такой значок. Так, здесь я чуть-чуть что-то не то нажал. Помечаем, продолжаем помечать все объекты. Так, теперь переходим во viewport asset браузера и видим, здесь тоже есть такая дополнительная менюшка для каждого из объектов, которые мы хотим выделить. И здесь мы можем редактировать данные об этом объекте. Например, мы можем написать название, которое будет для нас более говорящим, более понятным, что это такое. То есть редактировать название, да. Например, можем здесь написать микроволновка, к примеру. Здесь мы можем добавить изображение нашего объекта, чтобы нам яснее было, что это. Как мы можем сделать изображение? Мы можем просто-напросто увеличить здесь этот объект. Включить режим рендера и отскриншотить этот объект. И уже изображение, скриншот поставить вот сюда, в это изображение, да, в эту рамочку, и нам уже будет понятно, что это. Есть такой вариант. Здесь как мы можем добавить каталоги различные? Нажимаем на плюсик и, например, пишем двойным нажатием левой кнопки мыши. Мы можем изменить название. Например, пишем мебель. Вообще, в принципе, можем разбить сразу на две основные категории. Это объекты и
Материалы. Две основные категории, да? Можем добавить, например, еще категорию Space, так как у нас есть там космический корабль. Что у нас там еще есть? Лошадь у нас есть. Лошадь видим даже с ригом у нас есть. Возможно, даже анимированная, да? Ну, пишем еще, например, Animals, животные. Как нам сделать подкатегории или подразделы в этих разделах? Очень просто. Если мы хотим, например, чтобы Animals это была подкатегория в материалах, мы просто перетягиваем этот раздел на категорию Materials. Все. У нас появился категория Animals, она стала подкатегорией в родительской категории материалы. Точно так же и мебель на материалы перетягиваем. Ой, извиняюсь. Все это надо в объектах. В объекты добавить. Animals это же не материалы. Это объекты. Точно так же можем и Space добавить в объекты. Вот, точно так же и в материалах, если мы будем делать подкатегории, например, там железо, железные различные материалы, текстуры, стены, металлические различные текстуры дерева, да, мы можем все это разбить по подкатегориям и эти подкатегории внести в материалы. Куда у нас теперь подевалось в этом окне все? У нас же тут были вот эти все объекты помеченные. Они у нас просто сейчас в разделе All. Все подряд, да? И чтобы нам разбить все это по категориям, по подкатегориям, нам нужно просто перетаскивать, например, horse, лошадь. Мы перетаскиваем в Animals. Hubble телескоп. Перетаскиваем в Space. Микроволновка. Ну, перетащим в мебель, грубо говоря. Столик тоже в мебель. И еще один столик тоже в мебель. И теперь мы переходим в Space. У нас здесь Hubble телескоп, мебель 3 объекта, Animals, наша лошадь. Как нам добавить материалы? Здесь есть два способа. Или мы опять сохраняем этот файл, возвращаемся в версию 2.93 и из Blender Kit перетаскиваем из категории материалы, перетаскиваем материалы к нам в сцену. Ну, как это можно сделать? Мы там какие-то примитивы в сцену добавляем, типа шара или куба, и на эти примитивы перетаскиваем материалы. Но потом нам все равно придется сделать то, что мы можем сделать уже сейчас. Например, мы заходим вот в этот столик. Да, здесь у нас такой момент, что так как мы перетащили методом link, мы не можем видеть наши материалы. Поэтому нам нужно добавить какой-то объект, который будет добавлен методом append. Сейчас я это быстренько сделаю. Вот мы опять находимся в версии 3.12. Здесь я уже добавил в версии 2.93 из Blender Kit вот такую лавочку. И сейчас мы здесь видим, что вот у нас эта лавочка, и у нас отображается материал этой лавочки. И мы сейчас пометим как Asset. Вот у нас отобразился материал. И также саму лавочку мы тоже отметим
Asset. И что интересно, видите, если мы добавили из аддона Blender Kit лавочку, если мы добавили методом append, то впоследствии при пометке этого объекта как asset сразу высвечивается ревьюшка для этого объекта, и не нужно ничего дополнительно добавлять. Вот у нас есть сейчас в качестве ассета и лавочка, и отдельно материал для этой лавочки, дерево. Можем эту лавочку перетащить сюда у нас в мебель. Сохраняем файл. И нам сейчас также нужно, чтобы теперь у нас Blender видел этот каталог, если мы заходим в Asset браузере. Заходим в Edit, в Preferences и прописываем путь. Здесь у меня уже указаны некоторые библиотеки, можем добавить новый каталог, новый файл. Нажимаем на плюсик, находим на рабочем столе наш каталог, который мы делали. Я и blend файл, и соответствующие новые текстовые документы, которые к нему появились, я сохранил в этой папке. Указываем этот каталог в качестве нового каталога. Тоже пропишем его, что он у нас каталог. Сохраняем настройки. Открываем новый файл. И заходим сюда, выбираем наш каталог. Вуаля! Вот появляется наш каталог. Можно выбрать другие, которые я делал. Точнее говоря, это не я делал, это другой. Уже готовый был каталог, который я скачал, тоже в виде отдельного файла. Как видим, то есть можно создавать вообще огромный blend файл, в котором может быть там огромное количество объектов или материалов. Целый несколько гигабайт может весить этот файл, и он не будет подвисать при подгрузке, потому что не открывается же весь файл, а просто отображаются данные, которые есть в этом файле, поэтому все довольно быстро открывается. Или же можно для удобства, как вам удобно, разбить и создавать более мелкие, небольшие файлы с меньшим количеством объектов или материалов.